Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам об одном из самых значительных и влиятельных писателей 19 века, а именно о Николае Гоголе. Его жизнь, как и его творчество, было очень неоднозначным, его мучили разные противоречия. Как он с ними справлялся, как формировалось его творчество – об этом мы узнаем сегодня. Как обычно, перед началом нашего видео не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Ну что, вы готовы? Поехали! Гоголь родился в семье небогатого дворянина в Полтавской губернии. Это сейчас территория современной Украины, но в то время это была Малороссия, часть Российской империи. В его семье было 12 детей, но только 6 из них остались в живых. Других унесли болезни, а некоторые уже сами родились мертвыми. Поэтому Гоголь был самым старшим выжившим мальчиком. Когда ему было 5 лет, он утопил котенка в воде. Он взял маленького котенка и утопил его, не давал ему вставать. С чем это связано, мы до сих пор не знаем. Но это первое проявление неординарности и, возможно, какой-то жестокости этого писателя. Он поступил в гимназию в 1821 году. Он не отличался прилежной учебой, однако ему очень хорошо давалась русская словесность и рисование. Но по другим предметам у него были довольно низкие оценки. Но в то время, уже благодаря влиянию отца, он начал заниматься театром. И у него это очень хорошо получалось. Он очень здорово играл комичные роли в спектаклях в гимназии. Он увлекался чтением книг, а также с его друзьями они вместе выписывали журналы и читали их в запой. У Гоголя были очень тесные и очень близкие отношения с матерью. Некоторые психологи утверждают, у него не было такого разлучения ребенка с матерью, поэтому всю жизнь он как бы чувствовал себя маленьким ребенком, который благоговел перед его матерью. Но она также в нем души не чаяла и считала, что он способен на великие свершения. Когда он учился в гимназии, в 16 лет умер его отец. Конечно, как и для многих других молодых людей, это было довольно тяжелое событие в его жизни. Поэтому он сразу понял, что теперь он за главного в семье, и ему самому нужно думать, как обеспечивать семью. После того, как он закончил гимназию, в 1828 году он переезжает в Петербург. У него были высокие ожидания о жизни в столице, однако очень быстро он разочаровался в этом решении, потому что денег было не так много для того, чтобы жить в этом дорогом городе. Переехав в Петербург, он пытался работать актером, но, к сожалению, у него ничего не вышло, поэтому он устроился на чиновничью службу. Он работал писцом в Министерстве уделов. Служба для него была невыносима, однако он получил очень много идей для своих будущих рассказов. В 1829 году выходит его первая поэма, которую он написал под псевдонимом Алов. Она называется «Ганс Кюхельгартен». Он написал эту поэму еще тогда, когда учился в гимназии, но она с треском проваливается, получая очень низкие оценки критиков. Услышав этот факт, Гоголь бежит по всем магазинам и скупает все тиражи его книги, а потом сжигает их. Это был первый раз, но не последний, когда он будет сжигать его личные произведения. После такого события он уезжает в Германию, но через месяц опять возвращается в Россию. И он продолжает чиновничью службу. В это время он знакомится с разными русскими писателями, а также с такими великими, как Жуковский и сам Пушкин. В то время в России начинает набирать популярность Малороссии и романтизма. И, конечно, Гоголь, пользуясь тем, что он вырос в этом месте, начинает просить его матушку отправлять ему
письма, в которых бы она описывала разные традиции, обычаи, костюмы этого народа. А также в то время он начинает потихоньку печатать разные рассказы. Он сближается с Жуковским, который порекомендовал его в Патриотический институт для девушек, где он работал некоторое время. Но, к сожалению, его очень быстро уволили из этого института, потому что он очень часто болел и брал очень длительные отпуски. Мы еще поговорим о здоровье Гоголя позже в этом видео. Гоголь вошел в круг лиц, стоявших во главе русской художественной литературы. И вот в 1831 и в 1832 году он выпускает сборник рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки», который производит фурор в петербургском обществе. Пушкин в восторге. Он пишет так: «Вот настоящая веселость, искренняя непринужденность, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия!» Его очень ценили за его сатиру, за внимание к деталям народов Малороссии, и тогда это было очень и очень популярно. Следующие рассказы Гоголя выходят в 1835 году, такие как «Записки сумасшедшего», «Портрет», а также другой сборник рассказов, который называется «Миргород», где мы можем читать такие известные романы, как «Тарас Бульба» и «Вий». Честно говоря, я помню, когда в 6 классе нам задали читать Тараса Бульбу, я читал и перечитывал одну страницу, может быть, 10-20 раз, но я ничего не мог понять, потому что для меня, 12-летнего ребенка, эти события, эти люди, эта культура были абсолютно непонятны. Но сейчас, я думаю, я бы с радостью перечитал эту книгу, что и вам также рекомендую. А «Вий» — этот роман был просто первый хоррор в нашей русской литературе. Очень интересный. По нему снято несколько фильмов, поэтому я вам очень рекомендую его также прочитать. И, конечно, мы подходим к одному из самых знаменательных романов Гоголя, именно «Ревизор». Сама идея появилась благодаря Пушкину, так же, как и «Мертвые души». Он рассказал ему эту историю как маленький анекдот о том, что в каком-то городе приезжает какой-то человек, которого все воспринимают за ревизора. Ревизор — это такой человек, который едет из государства смотреть, как все происходит в этом районе, в этом городе, да, то есть проверяет. Он как бы инспектор. Вот. Хотя он не был таковым человеком, но его принимают за такового, поэтому все местные чиновники начинают перед ним бегать, начинают за ним ухаживать, лишь бы ему угодить. Тем самым он обличал пороки того общества, в котором жили люди. И это была первая такая книга натуральной школы, как это тогда называли, и она очень сильно понравилась. Но это была не книга в первую очередь, это была сценка, спектакль, который поставили в Петербургском театре. Сначала цензура не хотела пропускать, но сам Жуковский помог Гоголю донести это до императора, и тот позволил постановку спектакля. Когда состоялась премьера, это был просто фурор. Половина общества была в восторге, а другая половина ненавидела его, потому что они считали, что он все преувеличил, и это была неправда. Но никто не остался равнодушным. Сам же Гоголь, слушав, как люди смеялись, смотря его спектакль, был в отчаянии, потому что он хотел показать людям, научить их чему-то. Он не хотел, чтобы это была какая-то дешевая комедия. И именно из-за этого после того, как прошел его спектакль, он уехал из России и не возвращался почти 10 лет. Ну, периодически он возвращался, но следующие 10 лет он провел в эмиграции. Вообще у Гоголя это была популярная тема, когда у него что-то не получалось, он все бросал и уезжал. Он говорил: «Барину плохо, поеду-ка в Европу, может быть, мне станет лучше». Тогда это считали смешным и немножко даже таким непонятным, но сейчас это абсолютно нормально. Когда нам плохо, мы любим ездить в отпуск, и ничего в этом плохого нет. Сначала жизнь за рубежом как будто укрепила и успокоила его, дала ему возможность закончить его самое величайшее произведение «Мертвые души», но стал зародышем и глубоко фатальных явлений. Опыт работы с этой книгой и противоречивая реакция на нее
его современников, так же как и с «Ревизором», убедили его в его огромном влиянии и власти над умами современников. Эта мысль постепенно начала складываться в представление о своем пророческом предназначении и, соответственно, использование его пророческого таланта на благо общества, а не во вред ему. Итак, когда он ездил по Европе, он съездил в Германию, в Швейцарию, он был в Париже, когда узнал о смерти Пушкина, и это, конечно, сильно его потрясло. Но больше всего, конечно, Гоголю полюбился Рим. Он любил гулять по этому городу, смотреть на Колизей, он чувствовал какую-то связь итальянцев с малороссами, возможно, что-то такое античное, что-то такое живое, не такое сильное европейское, вот как Франция, Германия, да, или Петербург, что-то более близкое и простое. Что интересно, когда Гоголь дописал первый том «Мертвых душ», он отправился в Санкт-Петербург, чтобы его напечатать, и снова столкнулся с преградой цензуры. Но в конце концов он смог это сделать. Роман понравился людям. Это был очень интересный, очень глубокий роман, который совершенно изменил того Гоголя. Раньше Гоголь был сатириком, сейчас он стал серьезным писателем. И, конечно, в глазах других писателей он намного вырос. Но сам он всегда себя критиковал. Несмотря на то, что он видел свое высокое предназначение, также он был очень строг к себе. И когда он пытался писать второй том «Мертвых душ», он сжигал его, полностью написав 2 раза. В то время у Гоголя появляется привычка поучать и давать наставления своим друзьям о том, как им нужно жить. Это происходит с того, что внутри Гоголя всегда шла борьба христианина и художника, то есть писателя. Потому что, с одной стороны, он хочет передать какие-то идеи в его литературной, художественной форме, но с другой стороны, он хочет показать людям правильный путь к Богу. В 1845 году он чувствует, что он умирает, и он говорит Богу: «Пожалуйста, если ты поможешь выйти мне из этого положения, то я уйду в монастырь». Он выжил, но в монастырь не ушел. Он решил по-другому отблагодарить Бога, написав новый сборник, который называется «Выбранные места из переписки с друзьями». В этом сборнике представлены нравоучения, которые он давал своим друзьям в письмах, и он пытался выглядеть таким моралистом. Однако это очень сильно не понравилось критикам, потому что они смотрели на него как на человека, который смеется над обществом, который обличает его пороки сатирой, а здесь он встал на место моралиста. И, конечно, тогда Белинский написал ему свое известное письмо Белинского Гоголю, которое читали многие люди в то время. Для Белинского и других писателей литература — это была не просто связь с обществом, это была критика власти, это был такой бунт. Но Гоголь все же видел, что главное не политика, а главное это поучение, это нравоучение. Но потом, возможно, он понял, что он перестарался с этим и больше после этого не стал нравоучать своих друзей, как это делал до написания этой книги. Вообще интересно поговорить о религии и вере нашего Гоголя, потому что, будучи маленьким, он слушал истории своей матушки о том, что будет с грешниками, которые попадают в ад, а также что будет с теми, кто попадает в рай. Это очень сильно произвело на него впечатление. Всю жизнь он жил в страхе перед адскими муками и пытался сделать все, чтобы, так сказать, приблизиться к Богу. Вот. Его первые романы были наполнены таким мистицизмом. Там были герои такие, как бесы, черти, разные демоны. И многие считали, что он не может иметь связь с Богом. Он все время пишет об этих демонах. Но в то же время он хотел показать, что добро всегда побеждает зло. Хотя не всегда. Поэтому большую часть своей поздней жизни он провел в молитвах, он очень часто постился, он мало ел. И это очень сильно
повлияло на его психическое состояние. Ну а если говорить о здоровье Гоголя, это целая отдельная тема. Потому что, будучи маленьким, он уже не был здоровым ребенком, он очень часто болел, а когда он вырос, он с любовью рассказывал о своих заболеваниях его приятелям. Он делился о том, какие были его проблемы с кишками, с желудком. Как-то раз его обследовали во Франции и сказали, что у него желудок вверх ногами. Поэтому он всегда говорил, что «мне трудно есть, я ем совсем чуть-чуть и даже не могу есть совсем». Хотя его друзья часто замечали его в ресторанах, где он съедал большое количество еды, он был большим обжорой. Да, я думаю, что он чувствовал, что обжорство — это его грех, но не мог против этого пойти. Мы очень часто думаем о Гоголе, о таком сухом, о таком человеке с этим вытянутым носом и впадшими скулами. Однако, когда он был молодой, он не был таким. У него были такие круглые щечки, которые очень сильно показывают, что он любил покушать. В конце его жизни, однажды, когда он проводил ночь в молитве, он услышал голоса, которые говорили ему, что скоро он умрет. Он начал поститься еще строже, он стал меньше есть, и буквально за несколько недель он ушел из жизни. Почему он умер, до конца неизвестно. Была ли у него какая-то болезнь, или он просто завел сам себя в могилу его строгими диетами. Но, что интересно, за несколько недель до смерти он сжег многие свои черновики и недописанные романы. Также важно заметить, что Гоголь всегда говорил его друзьям, чтобы они похоронили его только тогда, когда его тело уже начнет показывать первые признаки разложения. Потому что у него был сильный страх быть похороненным заживо. Интересный факт, что через 100 лет примерно после его смерти, в 1931 году, была произведена эксгумация его тела учеными. Они делали перезахоронение, не зная, для чего это было сделано, но они сделали это так. И что они обнаружили? По некоторым источникам, что его тело было повернуто, оно лежало в каком-то странном положении, а по другим источникам, что у него даже не было черепа. То есть, видите, даже его смерть связана с большим количеством мистики, которую он привнес с его творчеством. Гоголь всю его жизнь был очень таким противоречивым человеком, который страдал от нарциссизма, как это очень легко заметить, его сильное увлечение собой, его великим даром, пониманием, что он выше других, и в то же время жесткой самокритикой не давала ему чувствовать себя спокойно до его последних дней. Но его произведения произвели огромное влияние на мировую литературу и на многих других писателей. Как я уже говорил про Булгакова, для него Гоголь был очень важен. Если вы еще не смотрели видео про Булгакова, то можете сделать это здесь. Вот и все, друзья. Спасибо большое, что смотрели мое видео про Николая Гоголя. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите в комментариях, о каком другом писателе вы бы хотели послушать. И, конечно же, хочу сказать спасибо всем моим патронам, в особенности таким людям, как Джеффу, Джоэлу, Лиз, Джошу, Елене, Бирку. Спасибо вам большое, друзья. Для меня это очень и очень важно. Вот. Если вы также хотите меня поддержать на Патреоне, получить транскрипцию к этому эпизоду с вокабуляром, со всеми словами, то можете сделать это здесь. Вот. Ну, это все на сегодня, друзья. Желаю вам отличного дня. Читайте русскую литературу, узнавайте много всего нового. До скорого и пока-пока.